Женщины, которые не уходят. Здравствуйте! Сегодня давайте поговорим о женщинах, которые не уходят. Наверняка вы знаете очень много примеров, когда женщина ради семьи, ради детей живет с мужем-алкоголиком или терпит побои и не уходит. И даже если у нее есть возможность уйти, есть своя квартира, хорошая работа, она все равно будет терпеть и смиренно выносить все тяготы жизни. Чем же мотивировано такое поведение? Это действительно про ту самую бескорыстную любовь. И является ли такое самоотверженное служение людям бескорыстным? Оказывается, что это модель поведения, когда человек добровольно приносит себя в жертву ради спасения других, давно известна в психологии и называется комплекс мученичества или синдром спасателя. Вообще, эта модель поведения или типаж женщины, пожалуй, самый изученный в психологии. Как правило, это очень хорошие и порядочные женщины, но которым не повезло в жизни. У нее муж алкоголик. Вот она такая жертва несправедливости этой судьбы. И вот здесь очень важный момент. Жертва – это тот, кто как бы понес ущерб в силу каких-то независящих от него обстоятельств. Например, землетрясение. Вот человек все потерял. А вот женщины с синдромом мученицы как бы сами устраивают землетрясение в своей жизни. И они тоже оказываются жертвами. Так вот, оказывается, что страдальцы зачастую сами создают проблемы в своей жизни, выискивают ситуации, где нужно страдать, кого-то спасать, терпеть и героически выносить все тяготы жизни. И вот в этом страдании есть определенный смысл. Оказывается, что для них страдания – это единственный способ получить любовь. Именно поэтому комплекс мученичества относится к манипулятивному типу личности. Поскольку, страдая и вызывая жалости, можно добиться своих целей. И эти цели никак не про любовь, не про здоровую помощь и поддержку, а про то, чтобы сделать близких людей зависимыми от себя и тем самым привязать к себе. Ведь базовый страх таких людей – это страх одиночества. При прочих равных условиях мученик предпочтет умереть, но только чтобы не остаться одному. И вот мы должны понимать, на чем основана такая верность и преданность, да? На любви или на страхе одиночества. И если человек больше смерти боится одиночества, то никогда не уйдет из отношений, даже несмотря на издевательства. Издевательства могут быть моральными, финансовыми, физическими. И мы знаем очень много примеров, когда муж до полусмерти избивает и жену, и детей. Она все терпит. Терпит ради семьи, ради детей. Но на самом деле она терпит из-за страха одиночества. А еще больше ее держит в отношениях вера, что она вот силой своей любви может изменить человека. И вот здесь надо признать, что это те женщины, которые действительно умеют любить. Вот есть детские травмы, когда ребенок в детстве не был вообще никак наполнен любовью. И тогда у него будет ненасытная жажда любви. Он как бы изначально внутри пустой. А вот женщины с синдромом спасательницы, мученика, они наполнены любовью. Вот это их сильная сторона личности. Но поскольку все мы живые люди, есть обратная сторона медали. Это тот самый страх одиночества. Поэтому мученики заинтересованы в том, чтобы сделать других беспомощными и тем самым привязать к себе. Так вот, если вдруг муж перестанет пить, то такая женщина автоматически лишается смысла жизни. Некого спасать. Кроме того, такой муж может собраться и уйти. А этого нельзя допустить. Тогда что происходит? Женщина-мученица, смотрите, изначально выбирает безвольного или бесхарактерного мужчину, у которого много проблем. Он выпивает, погряз в долгах. Есть даже проблемы, вопросы с законом. И вот она берет такого, скажем так, непутевого мужа в свои заботливые руки с твердым намерением сделать из него человека, направить на путь истины. И вот начинается борьба и решение его проблем. С тем же, например, алкоголизмом. И здесь очень важно понимать то, как это выглядит снаружи, для соседей, для незнакомых людей, и то, что происходит в семье, за закрытыми дверями. А в семье происходит следующее. Муж
действительно хочет бросить пить. А для женщины это не просто желание, это мечта и смысл жизни. Ведь тогда они заживут долго и счастливо. Ведь все проблемы из-за пьянства. И вот она, казалось бы, жалуется, терпит, спасает мужа. Но как только муж бросает пить, женщина начинает провоцировать его на срыв. Она становится очень раздражительной, провоцирует конфликт, разматывает ситуацию, и муж в конечном итоге не выдерживает и срывается. Причем это всегда обставляется так, что вот не подкопаешь. Еще раз акцентирую внимание. Комплекс мученичества относится к манипулятивному типу личности. И эти манипуляции построены по следующей схеме. Вначале нужно сделать близких беспомощными и тем самым привязать к себе. Потом можно сердиться на них, обвинять, что вот они на шее сидят, только потребляют и ничего не делают взамен, да? Что самостоятельно без нее не могут справиться. Она все тянет на себе. Близкие вдруг взяли и что-то сами сделали. И вот тогда такая мама-мученица начинает обижаться. Она чувствует себя отвергнутой и ненужной, что они ей больше не доверяют. А вот она обижается и злится, потому что внутри у нее не только любовь, но еще очень много гнева. И вот теперь становится понятно, почему человеку выгодно мучиться. Когда она мучится и страдает, она заставляет других почувствовать себя виноватыми. Вот эта стратегия позволяет контролировать каждый шаг близких людей. Контроль позволяет женщине чувствовать себя спокойной, уверенной от того, что они никуда не денутся, потому что без нее не справятся. Следовательно, такую любовь и заботу нельзя назвать бескорыстной. И люди с комплексом спасателя прекрасно это знают. Вот это основная причина их внутриличностного конфликта. То есть для женщины очень важно одобрение других, ведь мученики за свои страдания получают сочувствие. Но в душе человек знает, что она не такая белая и пушистая. Она знает, что немножко подворовывает любовь. Поэтому мученики очень боятся разоблачения. Как результат, построение со зрелой личностью или хотя бы с мужчиной, который не пьет и не бьет, не представляется возможным. Поскольку одиночество для нее невыносимо, а с нормальным мужчиной она быть не может, то женщина, можно сказать, обречена на отношения с неблагополучным мужчиной. И очень часто ее спасательство приводит к тому, что их мужья спиваются. Причем сильно спиваются. Спиваются до такой степени, когда без нарколога уже никак не обойтись. Так вот, если дело доходит все-таки до реабилитационного центра, то там на входе говорят, что мы вам гарантируем, что муж бросит пить. Но когда он бросит пить, он с вами жить не будет. Поэтому, если вы хотите сохранить семью, то за это время, пока он тут у нас в реабилитации, месяц, иногда больше, вы работаете с психологом. Вам нужно тоже понять, какой вклад вы своим поведением вносите в пьянство мужа. Но вся беда в том, что большинство женщин-спасателей вообще не понимает, о чем речь. Она ведь ничего плохого не делает. Она вообще в церковь ходит и в Бога верит. Зачем ей психолог? Она же святая женщина. Она так много страдала. И вообще страдальцы до последнего верят, что чем тяжелее крест, тем больше будет награда. Поэтому она никогда ни за какие пряники не откажется от страданий. Потому что тем самым она лишается любви и сочувствия окружающих. Причем очень интересный момент. У мучеников их много кто жалеет, но, как правило, близких людей, у которых друзей, у которых все в жизни хорошо, нет. Благополучные люди почему-то не дружат с жертвами. Потому что благополучные люди насквозь видят токсичность этой заботы. Вот нормальный человек, когда видит, что у человека проблемы, он сразу предлагает какую-то помощь, шаги решения. Но тут вдруг оказывается, что никто не собирается решать проблемы. И цель этих жалоб – это получить сочувствие, а значит любовь. Вообще мученики и страдальцы, они не могут даже жить, дружить, работать рядом с психологически зрелыми личностями. Поэтому их всегда влечет к каким-то проблемным людям, безответственным, употребляющим, людям с долгами. Вот кого можно спасать? Потому что для мучеников любить – это значит жалеть. Жалеть от слова «жалить». И вот мы подошли к сути проблемы.
модель отношений, когда любовь проявляется через страдания. Это модель поведения, которая формируется в детстве. В детстве в семьях было очень много разговоров на тему жертвенности. Начиная с того, что мама терпела побои мужа, его алкоголизм. Она постоянно упрекала детей, как многим она пожертвовала ради них, как она тяжело рожала, ночами не спала. И за это они должны. Они должны ее слушаться, хорошо учиться, иначе мама расстроится, у нее заболит сердечко, и мама вообще может умереть. И вот, когда мама страдает, то все начинают о ней заботиться и начинают ее любить. Тогда ребенок делает выводы. Если он тоже будет страдать, то его тоже будут любить. И действительно, как только ребенок заболел, к нему сразу внимание, любовь. Ага, бинго. Понятно теперь, как можно получить любовь. Любовь можно получить только через страдания. То есть механизм устроен следующим образом. Если нельзя заставить себя любить, то можно заставить страдать. Когда другие видят, как ты страдаешь, у них появляется чувство вины. Чувство вины толкает человека на то, чтобы как-то загладить эту вину. Как можно загладить вину? Попросить прощения. Сделать, как мама хочет. Уступить жене. Но не просто уступить жене, а в какой-то мере прогнуться. То есть сломать себя. Когда ломаешь себя, на душе становится противненько. И хочется выпить, чтобы как-то вот заглушить это чувство. Выпил, жена опять страдает. У нее опять появляется чувство праведного гнева. Муж опять чувствует себя виноватым. Еще больше прогнулся, потом еще больше выпил. И вот так люди обычно спиваются. И вот теперь мы видим, почему мученик относится к манипулятивному типу личности. То есть они делают других зависимыми от своей заботы, чтобы к себе привязать и не остаться в одиночестве. И в то же время наполнить свою жизнь смыслом, спасением другого человека. Хотя этому другому человеку это спасение, возможно, и не понадобилось, если бы рядом не было такой сверхзаботливой жены или мамы. Но, к сожалению, женщины-мученицы не хотят этого видеть. У них столько проблем. Они так сильно устали от этой жизни, они так много страдали. Они действительно живут и работают на износ. Как результат, годам так к 45 очень сильно изнашиваются, физически изнашиваются, начинают сильно болеть. Вот сразу, как правило, болит спина, вот не могут разогнуться, потому что слишком много взвалили на себя. У кого-то появляется онкология. Казалось бы, остановись, подумай, но не тут-то было. Онкологи вам расскажут, как такие героини после химиотерапии садятся за руль и едут на работу. Нужно семью кормить, без нее не справиться. И вот мы подошли к самому важному. Оказывается, что мученики могут и умеют любить, но не разрешают себе быть любимыми, не разрешают, чтобы о них позаботились. И вот это очень легко можно заметить, когда к человеку относишься по-настоящему с добротой, без жалости, но с нежностью и заботой. И вот тогда женщины, которые слишком много страдали в этой жизни, они как бы напрягаются, они чувствуют себя очень неуютно, они к этому не привыкли. А это произошло в силу того, что в детстве они не получили опыт той самой безусловной любви. Их любили только тогда, когда они болели, когда они страдали. Это привело к тому, что во взрослой жизни такие женщины не могут себе позволить быть любимыми, хотя в душе очень этого хотят. Вот эта недолюбленность в детстве всегда отражается во взрослой жизни. Есть люди, которые не позволяют себе там хотеть или что-то иметь в жизни, да. Бывает так, что человек даже не может считать, что он не имеет права быть, он не имеет права на существование. Так вот, мученик из всех типажей менее травмированный. Его травма на уровне позволить себе быть любимым. Это люди, которые умеют любить, но проблема в том, что они эту всю любовь, свою наполненность отдают другим, а себе ничего не оставляют. Как это выглядит? Давайте приведу аналогию с апельсинами. Слово «апельсины» заменяйте на слово «любовь», и тогда все станет ясно. У женщины очень много апельсинов, то есть много любви, да, она наполнена любовью. И вот вместо того, чтобы вот эту любовь разделить и близким, и себе оставить, она как бы все отдает другим.
В итоге близкие вынуждены, скажем так, съесть вагон апельсинов. И они не могут отказаться, иначе мама обидится. Понятное дело, съев вагон апельсинов, у них начнется аллергия и будет переизбыток витамина С, что опасно для здоровья. Мама тем временем голодает, у нее нехватка витаминов. Так вот, можно было бы разделить эту любовь. Точно так же, как в жизни можно разделить и обязанности по дому, да, и ответственность. И тогда всем будет хорошо. В жизни решается все очень просто, как с апельсинами. И вот женщине достаточно начать проявлять хотя бы минимальную заботу о себе. Минимальную — это значит минимальную. То есть сама о себе позаботилась, почистила зубы, спать уложила, да, сесть спокойно поесть, а не так, как многие у плиты там что-то доедают за кем-то. Или на ходу на улице черствую булку в себя запихивают. Донашивают какие-то вещи за мужем, за детьми, не могут себе позволить добротную вещь. Итак, подводя итог, можно сделать следующий вывод. Женщина с синдромом мученицы действительно умеет любить и заботиться. Но вся беда, что их любви слишком много. Когда чего-то слишком много, это становится токсичным и начинает разрушать и самого человека, и его близких. Если вы хотите себе верную женщину, которая будет тянуть и терпеть до последнего, то таких женщин очень много. И можно хотя бы попробовать отношения, и тогда станет понятна цена вопроса. Нужна ли такая верность, преданность, забота и любовь? Вот это решает только сам человек. На этом все. С вами семейный психолог-примиритель Светлана Белькевич.